Здравствуйте, друзья! Славянский бог Велес. Велес – бог славян. В старые времена происходили удивительные вещи. Люди поклонялись неведомым богам, и знаки их видели везде, даже в следах диких животных. И у каждого промысла свое божество было, что силой своей направлял молившихся на него. Но были и те, кто был превыше остальных, кто древо жизни в руках могучих сжимал и силой своей земле дыхание давал. Таковыми были старшие боги, носители мира сего в себе и извне, и бывшие сами миром этим и смыслом его. Рождались боги всеведущие и всевластные от гор бесконечных и от раскатов грозных грома, а иные и вовсе из утробы неведомых и диковинных животных выходили. И ясный Велес так ступил по земле людской, из утробы коровы небесной, что проглотила кости щуки волшебной. И явился он перед очами богов могущих, как медведь с ликом людским и умеющий свет с тьмой заговаривать. И преклонили боги праотцы и дети их коленей пред ясным ликом нового божества, которому отныне суждено было путь душ охранять и врата миров стеречь. Велес – исконно славянский языческий бог, покровительствующий ежедневному быту и делам всяким человеческим. Ничего не происходило без его ведома. Птицы в небесах не парили, муравьи по земле не ползали. Восхваляли люди защитника своего и судью справедливого, мудрости знания дающего, и носили знаки его серебряные, потому как сила Велеса чистой рекой через обереги серебряные лилась. Рожденный Зимун, коровой, пасущийся на лугах небесных, сам бог Велес не забывал охранять и пасти облака, исход людской. Веровали, что в облике людском ясный Велес в небесных чертогах словно стадо облака подгонял ветрами, что танцевали под звук его свирели, а на земле людской в образе медвежьем в чертогах лесных и дремучих скот людской от зверей и воров защищал. Потому почитали его особо и задабривали, чтобы в дождливый день бог Велес облака с светила согнал и землю осветил, и чтобы целым оставался скот в летнюю пору. Играющий на свирели бог Велес созывал в дикий хоровод ветра северные, холодные и ветерки теплые, живущие в шелесте трав полевых и лесов дремучих. И танцевали ветра вокруг ясного бога и волю его исполняли. Следы его заметали, чтобы никто нежеланный или враг за всеведущим не следовал. И когда Велес, ведомый страстью своей неодолимой, похитил жену брата своего названного Перуна, ветра скрыли следы хозяина своего и замели пути всех чертогам обители его. Родила прекрасная Додола ему сына буйного и сильного, Ярила, за что Перун верховную жену свою любимую проклял, и вместе с ней Велеса, разорвав его на части и скинув на землю людскую. А свирель ясноокого Велеса, ударившись озимь, разлетелась на куски, и проросла она в земле тростником, из которого люди свирель делать стали и играть, дабы ветра на помощь к Богу своему созвать. Ведающий и песню света, и вкрадчивый шепот тьмы, Велес равно светлый и равно темный владел силою весов мироздания, удерживающий его и приводящий в движение. Веровали, что двуликий Велес души по дороге Сварога вел и провожал в чертоги небесные. И встречал он лишь души отчаянных и отважных, не сложивших оружие свое и прославляющих имя рода своего и праотцов своих. Веровали древние славяне, что Велес и стражем рода был, и защитником его, и жил он на самом верху Навьего мира с супругой своей и царицей его божьего сердца Егой, мрачной и могущей природу заговаривать. От дома их тянулись живительные воды всех рек и морей земных, и корни всего растущего и живого упирались в чертоги обители божественной. Ведающий все в мире живых и мертвых, Велес хранил кладезь мудрости. Он ходил среди смертных в образе людском или в образе диких животных. Добрых людей он выделял, как сосуд для мудрости своей, и даровал им знания. Потому считалось, что Велес – бог мудрости и знаний, а дарованные им знания людей заставляли совершать великие деяния. Некоторые могли слагать былины и петь песни, некоторые от хворей разных лечить, некоторые и вовсе руками своими в камень или дерево жизнь вселяли. И почитали Велеса как бога, умение и дар особый дающий.
В облике людском он ходил по городам и селам среди детей своих смертных, и советы давал отчаянию предавшимся, и от бед скрывал слабых и нуждающихся. В образе диком и животным он путников и ночлег их защищал от разных напастей, от зверей и бесов, под покровом ночи прячущихся. Велес в руках своих не только ветра свободолюбивые держал, но и целое воинство велесичей, духов лесных и речных, подземных и в домах людских обитающих. И знал Велес, чем жив род людской, чем дышит, какие думы думает и как душу свою между светом и тьмой делит. И ведал Велес, что за гранью мира живых и суд он правил, что души от плоти оторваны взвешивал. После хорошего урожая люди оставляли на полях связки колосьев золотых и пышных, чтобы задобрить бога своего покровителя Велеса. Называли дар сей волосей бородкой, потому как представлялся бог людям в образе мужа в плечах широкого, с бородой длинной и густой, и в одеждах лохматых, словно шкура медвежья. И урожай, и плодородность во власти Велеса были, поэтому много молились на него возделывающие землю люди. Слово, слетевшее с уст человека, было вестником Велеса. Обещание данное должно было быть исполнено, иначе не миновать было беды обещавшему и не исполнившему его, потому как Велес суров был к пустозвонам и обманщикам. Справедливость несущие и верность почитающие, так и клялись именем его князья в старину, коль дружбу завести хотели с врагами своими или соседями. Не могли поделить миры и небеса Перун с Велесом, ибо вражда была между ними, но братьями они оставались и беду вместе встречали. Покровитель княжи и рати ихних Перун был властолюбив и слишком ярок и молод, тогда как Велес – бог простолюдинов, но движущий все живое, и твердь под ногами брата своего, и небеса над его головой, был мудр и молчалив. И святилища стояли их также, на горе молились Перуну яркому, а у подножия горы той Велесу все движущему. Поговаривали, что змей могучий, с которым Перун воевал с начала времен, был самим Велесом. Верили, что бог это был еще и любящим игры и озорства всякие. Вот и перекидывался он змеем, чтобы брата своего на поединок вывести и позлить, а самому потешиться яростью его. Поэтому Велес был и черным богом-оборотнем, что лик нечисти мог принять и заговорить все бесовское и подчинить воле своей. Волхвы жертвы преподносили Велесу, чтобы тот им знания темных дел передал и научил колдовать. И одежду носили бога темного, лохматую и звериную. Велес был испытателем людским, он мог и тяготы навлечь, и соблазны послать, так как только так слабости людские проявлялись. Лишь те, что молча сносил все беды и упрямо шел вперед, не растрачивая свою веру и добро, не поддавшиеся искушению и легкому пути, были любимы и благословлены Богом. Ибо Велес любил тружеников, уставших от дел правых и добрых, тех, кто всю свою жизнь не завидовал чужому и своими силами наживал богатство. Велес приумножал богатство и деяния честных людей. Поэтому в старину и купцы почитали этого бога, молились ему и в торговлю удачу просили. Бог жаловал людей умных и ловких, но не хитрых и не падких душой на блеск золота. Лишь такие могли превознестись над собратьями своими. Древние славяне веровали, что дарующий движение всему живому Велес двуликий. Живет в нем и светлый молчаливый старец, что мудрость несет и знак погибели носит, и яркий, словно солнце молодой юноша, что жизни родоначальник и властитель. Так и объясняли в старину, почему за днем следует ночь, за зимой весна, а за радостью печаль. Потому как боролись в теле одном и черный бог, и светлый бог, и борьба их заставляла мироздание жить по кругу бытия. Но каждый круг, каждая новая битва двух ликов Велесовых было начинанием и смертью чего-то нового, не повторяющегося. Храмы и святилища своему любимому покровителю славяне строили в особых местах. Обычно место выбиралось на перекрестке дорог. Ибо Велес, по поверьям, словно стоял на перекрестках трех миров – Праве, Яве и Наве. И рядом со скопищем Велесовым должны были расти хвойные вечно зеленые ели или сосны, так как считалось, что бог этот вечен и покровительствовал он лесу, а деревья эти принимались славянами как его знаки. На стенах молитвенника висели кости и черепа скота домашнего и дикого,
потому как Бог и людские стада оберегал и лесных обитателей, и подчинялось ему зверье всякое. Само божество, обмотанное в медвежью шкуру, было с ликом человека или быка, и перед ним должен был гореть огонь неугасимый. Дары приносились разные. Те, кто хотел богатства и процветания в делах торговых, преподносили медь. Те, кто выходил на охоту и не хотел возвращаться домой с пустыми руками, клали на алтарь Велеса меха и шкуры дорогие. Те, кто просил мудрости, просветления, и вовсе приносили березовые дощечки, на которых письмена в старину писались, а те, кто удачи просил, в дары Богу пиво и квас приносил. Руны Велеса. Знающие и ведающие, скрытые под землей, в глубинах вод, в небесах и в душах живущих и ушедших, Велес видел равно как и прошлое, так и будущее. Как суть сил магических он и ведал рунами и гаданиями. Руны Велесом были дарованы смертным, умеющим видеть негласное и запретное. Но символом самого Велеса была в большинстве руна ветер. Она олицетворяла движения и порывы, которые сметали все на своем пути. Эта руна была и вдохновением, снисходящим на одаренных Велесовой благодатью людей. Ветер мог унести печали и развеять сомнения, дать надежду и вселить храбрый дух в тело, трепещущее от страхов. Неудержимый, свободный от всяких оков и всегда возвращающийся, ласковый и свирепый, таков Велес и ветер, как руны его и проявления. Печати Велеса. Велес был хозяином лесов, и все животные в нем от мала до велика поклонялись и боялись его. И Велес от леса людей хранил, и сам лес от рук человеческих, не ведающих жалости. Медведем перекинувшись, он защищал путников и ночлег их от своры голодных зверей, ибо он был царем леса. Поэтому люди, веровавшие в спасительную силу его, носили при себе всегда печать Велеса. Могучая лапа медвежья, подобно куполу, накрывала судьбу человека и защищала его от всех напастей, от болезней и врагов. И печать Велеса эта путниками была любима, и купцами, что в далекие земли держали путь. Потому как Велес царь лесной с ликом медвежьим, и лапа его закон, и сила на землях его. Всякий, прогневавший Велеса, мог стать жертвой его свирепости. В облике волчьем вершил он правосудие над врагами своими и всяким, кто волю его приступал. Всякий униженный или справедливость ищущий носили печать Велеса, волчью лапу, что поступью плавной и бесшумной кралась за врагом, чтобы растерзать его, напасть внезапно. Печати Велеса олицетворяют его мощь и силу, его заботу о нуждающихся и свирепость ко всем, кто против воли его пойдет. Звезда Велеса. Изгнанный Перуном Велес, попав в мир Нави, обрел силу и власть над душами ушедшими и над бесами проклятыми. И чернота в божестве нашла свою колыбель, но и свет не ушел из чертогов божественной души. Так звезда Велеса двоякость души его показывает и души человека любого, то, как замирает она на границе между светом и тьмой. Этот оберег Велеса давал людям чувство успокоения от тревог и единения с собственным внутренним миром. Звезда Велеса помогала грани своей человеку открыть и познать себя. Оберег Велеса – символ. Оберег Велеса – символ прост на вид, но слишком глубинен и сложен. Незавершенный большой треугольник, состоящий из одного маленького и устремленного вниз треугольника и незавершенного основания большого треугольника. Вообще, треугольник – это олицетворение троединства миров – мертвых, живых и богов. Если вглядываться в символ, то можно рассмотреть его сакральный смысл. Это места обитания Велеса. Верхняя часть символа, похожая на незавершенную опрокинутую трапецию, на самом деле это обитель богов, то есть небеса, мир Прави. Пространство между верхней частью символа и нижней – это обитель смертных, мир живых Яви. И венчающий весь символ, устремленный вниз треугольник – это мир Нави, мир ушедших за грань. И это стремление с самых верхов к самому истоку и есть олицетворение Велеса, Бога, что правит и началом, и концом, что двигает жизнь и убивает же ее, чтобы снова переродить. Современный мир, погрязший во лжи и грехах, угнетает души людей. Не во что верить, нечем защитить себя. Потому сегодня люди рыщут в поисках мифических амулетов, да только мудрые знают, что силу надо искать в истоках рода своего. Оттого обереги славянские покупают.
И среди всего и оберег Велеса можно купить, и печати его, и звезду. Только с умом и душой надо знаки своих предков носить, ибо только верою своей сильны будут обереги. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.